Всем привет! С вами Антон Больших, мастерская Антоха Гараж. Сегодня хочу рассказать пару слов о двигателе, который устанавливался на поколение BMW K41 и K589, а конкретно модели K1200LT, K1200RS, K1200GT. Рядный двигатель, лежащий на боку. Очень надежный двигатель, который проезжал не одну сотню тысяч километров без ремонта, но, к сожалению, из-за старости у него есть ряд проблем. У разных моделей двигатель имеет небольшие отличия по мощности, в частности, которые обусловлены другими фазами, то есть распредвалами. У K1200RS GT и присутствует масляный радиатор, поскольку мощность выше. Также разные прошивки блока управления двигателем и разные форсунки устанавливались. Конкретно в моей практике попадались несколько возможных неисправностей данного мотора. В частности, большая часть связана с поршневой и с коленвалом. С коленвалом, соответственно, проблема достаточно стандартная и очевидна. Это стук, проворот шатунных вкладышей, как правило. Это, соответственно, чаще всего происходит из-за того, что редко меняют масло и некачественное масло. Здесь все, в принципе, достаточно понятно и очевидно. Проблема на самом деле достаточно редкая. Часто, если происходит на ходу и люди не слышат стук вкладыша, заканчивается оборванным шатуном и разрушением блока двигателя. В общем-то, на этом не вижу смысла останавливаться. Как правило, это замена двигателя, и толком экономически нецелесообразно его ремонтировать. Следующая неисправность часто бывает связана с поршневой, конкретно делится на два вида. Первый вид – это задир, как правило, одного поршня из-за перегрева. Если найду, у меня должны быть фотографии, сейчас я их прикреплю в видео. Часто такие задиры происходят из-за подсоса воздуха и бедной смеси в одном из цилиндров. Под манифолдами пересыхают резиновые колечки от времени, а также сами патрубки манифолдов теряют герметичность. Но это не такая частая проблема. Чаще всего, когда не очень пряморукие люди лезут менять сцепление, ленятся разбирать лишнее, снимать бак, при опускании мотора там два патрубка, насколько я помню, снимаются из своих посадочных мест, и при поднятии его обратно один из них заворачивается. То есть получается, что там изначально неверная сборка влечет за собой подсос лишнего воздуха в цилиндр. Соответственно, бедная смесь влечет за собой перегрев, особенно на больших оборотах и нагрузках. Следующую неисправность поршневой, как пример, я хотел разобрать сегодня. У нас имеется двигатель, у которого, если говорить простым языком, прогорел поршень, также поврежден цилиндр. Было это вследствие проблемы с одной из форсунок. Пробег у этого двигателя небольшой, всего лишь 50 примерно тысяч километров, но мотоцикл долго стоял в Японии, был привезен к нам, и на достаточно больших оборотах под нагрузкой на скорости у человека просто перестал работать один цилиндр. Начала лить форсунка, как выяснилось после проверки ее на стенде, и можно сказать, что поршень просто прожгло. Сейчас мы подробно отснимем крупным планом. В данный момент мы можем наблюдать вот такой вот красивый поршень третьего цилиндра в месте, где он прогорел. Прогар произошел в самом слабом месте, там, где сошлись замки колец. Соответственно, первое кольцо замок мы видим, второе кольцо компрессионное в данном месте зафиксировано бабышкой. То есть именно в этом месте был наибольший прорыв газов, и место было наиболее слабым. В цилиндре отверстия сейчас уже показать нет возможности. Есть возможность показать гильзу. Соответственно, верхняя поверхность блока прошлифована после гильзовки.
Гильза сделана с верхним буртом. Вот такой вот хон можем наблюдать. Достаточно красивый. Гильза сделана по мануальному зазору. Если не ошибаюсь, 5 соток или около того. Вот. Все детали двигателя отмыты в мойке деталей. В принципе, готовы к дальнейшей сборке. Головка также была отмыта в мойке деталей. Все клапана были сняты, почищены, притерты. Поскольку в цилиндре были небольшие следы попадания инородных тел, необходимо было все проверить. После чего клапана были засухарены с новыми маслосъемными колпачками. Все стаканы были установлены на свои места, и все зазоры клапанов оказались в допусках. Следующие проблемы, которых я хотел упомянуть, это проблема с уходом зазоров клапанов. Как бы процедура считается, в общем-то, ТО, но в российских реалиях это не совсем простая процедура, ввиду того, что стаканы приходится заказывать, в России их, как правило, нет. Это занимает дикое количество времени, и, собственно, это стоит очень недешево. Как правило, зазоры клапанов начинают уходить после пробега 100-150 тысяч километров. До сотни обычно зазоры все всегда в допусках, но контролировать их все равно нужно. Последнюю проблему я встречал в своей практике всего один раз. На мотоцикле с пробегом чуть более 200 тысяч километров у него гремела цепь ГРМ. Но я не считаю это какой-то неисправностью, на таком пробеге цепь поменять в целом. Ничего такого я в этом не вижу. Данная неисправность произошла не по вине железа, двигатель здесь был в прекрасном состоянии. Данная неисправность произошла по причине неисправной форсунки. Это в целом неудивительно, ей 20 лет, и никто никогда, естественно, никаких ни чисток, ни проверок на стенде не проводил. Из практики форсунки требуют замены практически на 100% этих мотоциклов, которые ездят еще по нашим дорогам. Еще по топливной системе стоит обращать внимание на течи топливных шлангов. Из-за этого часто случаются пожары в районе дроссельного узла. Как минимум я лечил больше 5 случаев таких. Это очень неприятная поломка, которая приходит откуда не ждешь, причем она может прийти на абсолютно идеальном мотоцикле. Кстати, пожары также бывают из-за замыкания проводки, но это более редкий случай. Данный двигатель попал к нам в зачет двигателя, купленного у нас. Мы поставили другой двигатель на клиентский мотоцикл, и он уехал. Данный двигатель ремонтируется на продажу. Вы можете его у нас приобрести и установить с нашей гарантией. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!